Вследствие событий, спровоцированных арестом шамана Александра Габышева, у нас произошел большой прорыв в сфере свободы слова. Вот мы сейчас отпразднуем Новый год, после чего, готовьтесь, будет новое ужесточение политического режима в целом, репрессий в целом и новая волна мобилизации. Если Бурятия проявит себя максимально жестко и решительно, то это повлияет на прекращение войны. На восстании в Бурятии все должно закончиться. Я вас немножко представлю. Вы правозащитник. Вы ведете огромное количество дел по политическим заключенным. А сейчас все оппозиционеры практически либо уехали, либо стали политическими заключенными. Так что вы человек, который очень нужен в данный момент своей стране. Уехавшим я тоже предназначаю свое слово, потому что верю, что они уехали не навсегда и готовы будут вернуться на освобожденную от нынешней военной диктатуры. Надежда, сколько раз вы были задержаны и арестованы? Я пыталась посчитать, я не смогла. Сколько раз? За последние 1,5 года это было 5 только одних арестов, не считая еще нескольких случаев задержания, когда меня отпустили в тот же день. Сегодня в Калмыкии арестовали последнего оппозиционера, который там оставался, ему 72 года. У вас недавно было громкое дело, когда пенсионерку Филонову арестовали, да? Да, это дело еще продолжается, то есть она продолжает находиться под стражей, она журналист с большим опытом, и, в общем-то, она мой ближайший соратник, было совершенно ясно, что за нее возьмутся в ближайшее время. Это ни для кого из нас не стало неожиданностью. Какой средний портрет политического заключенного в Бурятии, и есть ли какая-то цифра, сколько сейчас человек арестовано за свои политические убеждения? Ну, именно административных дел великое множество. В первую очередь, конечно же, это много сотен дел по дискредитации вооруженных сил. Я могу отметить, помимо Натальи Филоновой, судьбу менее известного политзаключенного. Это Евгений Литвинцев. Он из мужской части населения редкости, потому что в последнее время у нас задержанными большей частью оказываются женщины. Рассказывал о пытках, применявшихся к ним сотрудниками ФСБ непосредственно перед допросом. Несмотря на это, он на протяжении нескольких месяцев оставался на свободе под подпиской о невыезде. С 24 февраля он сразу же начал возле суда выступать, начал участвовать у меня в эфире, писать гневные комментарии антивоенного характера. И не прошло и недели, как он был помещен уже под стражу в рамках изменения меры пресечения, точно так же, как это сейчас произошло с Натальей Филоновой. То есть она тоже первое время находилась на свободе, потом к ней была применена мера пресечения в виде домашнего ареста, и потом она была вскоре изменена на заключение под стражу. Характер политзаключенного, такой усредненный облик нарисовать невозможно. Но в целом могу сказать, что в настоящее время все-таки политзаключенная – это женщина, выступившая, как правило, с одиночным пикетом или выступившая у меня на эфире, давшая интервью, то есть прокомментировавшая ситуацию с мобилизацией. Из оппозиции Бурятии, вот кого вы можете назвать, наверное, людей, в которых вы лично верите или вы лично хотели бы видеть более активными, больше там, пришедшими к власти? Вот с кем из оппозиции вы сотрудничаете? За последние несколько лет, с 2019 года, вследствие событий, спровоцированных арестом шамана Александра Габышева, у нас произошел большой прорыв в сфере свободы слова, который сейчас назад резко откатился вот в последние полгода. Я уточню, после ареста шамана огромное количество бурят вышло его поддержать, правильно? И какая-то такая тенденция к свободе слова поднялась. А сейчас, вы говорите, ее опять пытаются подавить. Да, все правильно. Конечно же, не вся та масса, которая вышла во время его ареста, в дальнейшем продолжила активную политическую деятельность, но тем не менее было несколько десятков человек, которые регулярно участвовали в прямых эфирах на площади Совета. И я знаю, что вы защищаете некоторых последователей шамана.
Да, я защищала большое количество из них в случае задержания или в случае Мгм. увольнения с работы по дискриминационным мотивам. Но вот я могу сейчас описать, как это происходило. То есть каждый вечер на главной площади города мы собирались, вели многочасовые эфиры в любой мороз, будь то даже 40 градусов зимой. И все это несколькими часами продолжается ежедневно. И полиция никого не задерживала. Это продолжалось около года. Сейчас, конечно, все стало строже. Во-первых, у нас перестали пускать все эти группы слушателей на судебное заседание, которые раньше спокойно заходили, просто мельком показав паспорт на входе. Сейчас обычной практикой является фактическая закрытость судебных заседаний и недопуск зрителей. А что касается площадей, то стоит мне одной просто выйти на площадь, начать прямой эфир, как немедленно, почти немедленно происходит мое задержание на основании того, что ко мне подходят и говорят: по нашим сведениям, здесь проходит несанкционированный митинг, и вы выступаете против власти. Вы себе объясняете ужесточением со стороны федеральных властей или Цыденов более там жестко всю оппозицию закрывает? Я считаю, что Алексей Цыденов просто очень послушный исполнитель воли Кремля. Он очень рьяный, очень ревностный. Видимо, приказ ему поступил очень жесткий, очень определенный, в силу того, что именно Бурятию с самого начала намеревались вывести в лидеры по количеству отправленных на фронт. Поэтому задача была перед ним поставлена, он ее выполнил на 200%. Он перевыполнил план. Мгм, мгм. Ожидаете ли вы вторую волну мобилизации? Я считаю, что она вскоре начнется, потому что по всем сведениям, которые мне поступают из военкоматов, не хватает уже ранее набранных, уже иссякает количество живой силы, мобилизованной ранее. Поэтому я думаю, что с началом 2023 года мобилизация возобновится. Вот мы сейчас отпразднуем Новый год, после чего, готовьтесь, будет новое ужесточение политического режима в целом, репрессий в целом и в первую очередь новая волна мобилизации. Я уверена, что это начнется в январе. Все гости, которые приходят к нам на эфир, верят в то, что Украина выиграет эту войну. А что думаете вы? Я думаю, если Бурятия проявит себя максимально жестко и решительно, то это в скорейшем времени повлияет на прекращение войны. То есть почему именно Бурятия? Я считаю, что если все началось с мобилизации бурят и с дискредитации в блогосфере и в СМИ, дискредитации бурят, следовательно, на восстании Бурятии все должно закончиться. Поэтому я выступаю за выход Бурятии из состава России, за ее суверенитет и за, соответственно, выход Бурятии из числа воюющих сторон. То есть это должен быть такой определенного рода сепаратный мир между Украиной и Бурятией, даже если какое-то время после этого будут продолжаться военные действия непосредственно с Россией. И после чего, если Бурятия заявит о своем суверенитете, пойдет цепная реакция, и о нем также заявят другие, по крайней мере, часть пострадавших, наиболее пострадавших этнических республик, в первую очередь, конечно, Дагестан, Тыва, Якутия. И, конечно же, эта цепная реакция приведет к тому, что Кремль будет вынужден отступить перед двумя фронтами, внешним и внутренним. И, с одной стороны, Украина будет продолжать наступать и побеждать, с другой стороны, вот эта волна борьбы за свое самоопределение национальных республик вынудит нашу армию, наши спецслужбы и президента Путина пойти на переговоры на любых условиях, по сути говоря, пойти на безоговорочную капитуляцию. Поэтому я считаю, что на Бурятию сейчас возложена огромная моральная ответственность очистить свое имя, свой народ от всей вылитой на нас лжи и выступить за выход из войны,
поскольку эта война не наша, и если для этого необходимо бороться за собственную независимость, то мы к этому готовы. Это хороший метод. Вот такие события, я не знаю, сколь быстро произойдут, но по моим прогнозам где-то примерно через 2 года. Эти ближайшие 2 года нам придется прожить в ситуации жесточайшей военной диктатуры. Немногие из нас даже ее переживут благополучно. Но потом, конечно же, этому режиму придет конец, и войне в первую очередь. Многие регионы уже подают документы, подали или подают документы в Верховную Раду на признание их международными субъектами государственными. В том числе в Бурятии тоже ведется эта работа, насколько я знаю. А именно об этом мы говорили с Даржо Дугаровым и собираемся опять встретиться и обсудить. Кого из позиционеров в этом отношении вы поддерживаете? Но я поддерживаю их всех в целом, хотя я не согласна с теми, кто считает, что отделение от России – это утопия, что это нам не нужно, что Бурятия сразу будет поглощена Китаем, потому что я убеждена в огромности природных и туристических ресурсов Бурятии. Убеждена, что она может существовать в экономическом плане абсолютно независимо и сможет обеспечить также и свою безопасность. Я поняла вас. Хорошо. Надежда, подскажите, пожалуйста, ваше отношение. Вот если говорить о суверенитетах, да, очень остро или не очень остро в Бурятии станет вопрос о различных национальностей, проживающих на территории Республики Бурятия в данный момент. Насколько это будет остро или насколько это не остро, этот вопрос станет, на ваш взгляд? Это, безусловно, остро, и здесь кроется один из моментов, опять же таки, моих расхождений во взглядах с более радикально настроенными бурятами. Многие считают, что русским тут, в принципе, будет не место. С началом этих событий они настроены решительно, считают, что независимость Бурятии невозможна без того, чтобы буряты обрели именно численное превосходство, и без того, чтобы, скажем так, выдавить русскоязычное население как виновное в многолетней колонизации Бурятии. Я лично не считаю русское население виновным в колонизации и вообще на этносы не возлагаю какой-либо коллективной ответственности за деяния властей, то есть деяния федерального центра. Поэтому я настаиваю на том, чтобы Бурятия, конечно же, отделилась, но при этом сохранялись все языковые права, все права на развитие своей культуры, на продвижение своих национальных ценностей представителей всех диаспор. Ну, Надежда, от себя лично я тоже не поддерживаю обвинение какого-то этноса в преступлениях, потому что тогда чем мы будем отличаться от того же самого Путина, который сейчас там во всем винит, я не знаю, украинцев, бурятов, кого угодно, американцев и так далее. Тогда, если мы остановимся на вашей позиции, мирный выход Бурятии, мирное сосуществование, равные права всех этносов на территории Бурятии. Вот этот план, каким образом он может прийти к действию, если у вас команда работает или над документами, вот что ведется в этом направлении, ну и кем? Потому что почему-то у меня, поправьте меня, если я не права, у меня сложилось впечатление, что вы больше правозащитник, ну, выступающий больше в качестве юриста, защищающий других политических заключенных, нежели там политик, провозглашающий свои политические взгляды и там лоббирующий какие-то определенные политические интересы. Может быть, я что-то упустила, когда я готовилась к эфиру и читала информацию, смотрела информацию о вас. Поэтому поправьте меня. Вы переходите из правозащитников больше в политическую плоскость с целью отстаивания таких вот. Я поддерживаю такие политические взгляды. Демократия, равные гражданские права и так далее. Нет, я в политику пришла раньше того, как начала заниматься судебной защитой политзаключенных. То есть я член Демократического союза, я сопредседатель Бурятского регионального движения солидарности. То есть я делегат съезда
первого съезда женского движения «Мягкая сила», который вот недавно прошел, я всегда выступала именно с политических трибун и с политическими высказываниями. Но так получается, что в силу огромного количества политических репрессий моя судебная деятельность просто чаще освещается, но это я не считаю это для себя главной задачей и никогда не считала. Для меня суд – это скорее политическая трибуна. Я осознаю, что мне далеко не всегда удастся как-то уберечь от наказания моего подзащитного, кем бы он ни был. Если это политическое дело, в первую очередь, я считаю, что этот процесс должен вестись публично для просветительских целей. Сейчас многие лидеры оппозиционных организаций говорят о том, призывают, точнее, к тому, чтобы формировать национальные военные отряды, которые будут воевать в Украине на стороне ВСУ, и таким образом есть там татарский, башкирский, ичкерийский, по-моему, дагестанские национальные формирования, которые сейчас воюют в Украине на стороне ВСУ, и предполагается, что они в дальнейшем вернутся и будут какими-то такими силовыми структурами на случай гражданской войны, что они там будут помогать защищать свои регионы. Что-то подобное вы поддерживаете или нет? Я их, конечно же, не осуждаю и понимаю, что их деятельность преисполнена, во-первых, глубокого мужества, она в какой-то мере справедлива. И, конечно же, объективно эта деятельность по созданию такого рода вооруженных формирований, она способствует скорейшему прекращению войны и какому-то, по крайней мере, сужению пространства репрессий и пространства мобилизации. Но все-таки по своим идейным убеждениям я пацифист, и я считаю, что если смотреть на широкую перспективу, то лучше предпочесть способ ненасильственного сопротивления. То есть я считаю, что массового отказа от участия в войне было бы достаточно для того, чтобы полностью заблокировать работу военкоматов, в целом заблокировать работу российской армии. Это привело бы к точно такому же эффективному результату, если бы это было массово. Но с тем преимуществом, что, во-первых, это было бы ненасильственно, и, во-вторых, это бы в дальнейшем обеспечило борьбу за демилитаризацию и за разоружение России и ее будущих освободившихся республик. То есть я выступаю за отсутствие регулярной армии и за то, что необходимо в случае каких-то военных столкновений использовать профессиональные навыки правоохранительных органов, то есть полиции. Армия, я считаю, не нужна. Я поняла. Развейте, пожалуйста, свою мысль более детально, когда вы говорили массовый отказ от мобилизации. Вот пофантазируем, и нам объявляют о повторной волне мобилизации. Что должны делать граждане? Каким образом отказаться? В какой момент они должны отказаться и что говорить? Я думаю, что отказываться лучше заранее, даже еще до того, как конкретному гражданину пришли с повесткой. Каким образом? Путем публичного озвучивания своих убеждений. То есть если человек заранее предпринимает определенные публичные высказывания, то есть выступает, опять же таки, в эфире или пишет какую-то статью, пост, комментарий, озвучивая себя в открытую, как оппозиционера, пацифиста или как в целом противника войны, как того, кто против своего участия в боевых действиях, то это может привести к тому, что его, конечно, будут преследовать за подобные взгляды, но, возможно, его не будут мобилизовывать. Есть такой вариант развития событий, что, посчитав кого-то рьяным оппозиционером и участником антивоенного движения, его просто поостерегутся брать на фронт, чтобы он там не продолжил свою агитацию. То есть если будет значительное количество тех, кто максимально решительно, как в омут головой, выступает против войны, заранее заявляя, что он ни за что оружие в руки не возьмет, то ему поостерегутся вручать в руки это самое оружие, чтобы он не направил их против правоохранительных структур, против своего же военного руководства. Конечно же, тут нет никаких гарантий. Второй момент – это если уже пришли, уже пытаются вручить повестку, осуществить конкретные действия по мобилизации.
Здесь необходимо, во-первых, заявлять свой отказ, опять же таки, от участия в боевых действиях по убеждениям совести. Здесь нужно ссылаться на свои религиозные убеждения или на убеждения согласно светским гуманистическим ценностям. Если говорить о бурятах, то бурят может сослаться на то, что он буддист, а буддизм предписывает не убивать даже насекомые. Да, если сделать такое заявление, и в этом заявлении указать «прошу направить меня на прохождение альтернативной гражданской службы», то это может само по себе сработать. В случае отказа обжаловать. То есть это заявление и отказ на него, это все можно дальше вести судебный процесс по обжалованию отказа. Поданный административный иск с обжалованием этих действий приостанавливает действия по мобилизованию конкретного гражданина. По примеру предыдущей мобилизации, которая прошла, утром президент объявил, а ночью уже начали разносить повестки. В таком случае, если вот пришли, отказываются там верить в свои убеждения, отказываются принимать какие-то либо документы, что сопротивляться, вот ваше мнение, сопротивляться, соглашаться на арест и так далее, но не быть мобилизованным, или вот какие действия должны быть? Когда мобилизация такая достаточно насильственная и агрессивная проводится. Да, у нас именно в такой форме и проводилась мобилизация. То есть в первые же дни отправляли в Украину просто на выходных, когда даже суды не работают и нет возможности подать административное исковое заявление, еще успеть ознакомить военкомат. Конечно, я думаю, что следующая волна мобилизации будет проходить так же, а то, может быть, даже еще более форсированными темпами. И в случае, если уже действительно принуждают, просто бросают в топку войны, уж лучше оказать сопротивление. Но по возможности нужно держаться в ненасильственных рамках, писать заявление на отказ, все равно продолжать стоять на своем. Это будет трудно, да. Если человек осознает, что он, возможно, даже спасет этим свою жизнь, по крайней мере, он не обогреть себя кровью ни своей, ни чужой, то нужно до последнего, даже если принудительно увезли на фронт, даже там просто отказывать от фактического участия в боевых задачах. По разным информациям, что на линии фронта те, кто отказывается принимать активное участие, то, о чем вы сейчас говорите, активное участие в боевых действиях, что на них как раз-таки оказывается давление уже со стороны российских военных, российских военнослужащих. Таким образом, на ваш взгляд, все-таки отказываться там, либо оказывать сопротивление, находясь в Бурятии, более безопасно и разумно. Потому что моя позиция ни в коем случае не идти. Уж в крайнем случае оказывать сопротивление и пускай арестовывают, но не быть тем потенциальным преступником, который идет и бомбит гражданские объекты и жителей Украины. Считаю, что отказываться лучше еще не будучи мобилизованными, потому что, оказавшись в Украине, можно просто даже попасть под случайный обстрел и стать жертвой, даже не успев начать принимать участие в войне, даже несмотря на свой отказ. Ну и, конечно, можно подвергнуться бессудному расстрелу. А мы знаем, что у нас даже руководитель ЧВК напрямую угрожал расстрелами каждому, кто, приехав на фронт, внезапно передумает воевать. То есть я думаю, что такие действия уже сейчас совершаются, и есть определенные сообщения о том, что там просто бессудно казнят за так называемое дезертирство или за уклонение. Поэтому я считаю, лучше отказываться еще здесь, а еще правильнее вести наступательные действия, действия на опережение, то есть не просто отказываться в случае, когда к вам пришли, а отказываться заранее с использованием публичных механизмов, делать заявление в интернете, напрямую себя обозначать, говорить: я такой-то, такой-то, я откажусь в случае, если ко мне придут с повесткой. Я ни в коем случае не дамся в руки. То есть я предпочту уголовное преследование, предпочту любые репрессивные меры по отношению ко мне, нежели я приму участие в этой войне. Ваши прогнозы, удастся ли вам остаться в Бурятии, не уехать за границу и не быть арестованной за свои убеждения? Вот на протяжении вот этих следующих лет, которые вы говорите, будет еще более жесткий, еще более подавляющий любую демократию.
Я очень сомневаюсь в том, что я останусь на свободе, и мне будет предъявлено какое-либо уголовное обвинение, ну, скорее всего, по какой-либо из новых уголовных антивоенных статей. Эмиграцию я для себя исключила, и поэтому, собственно, моим противникам известно, что они не сумеют меня к этому принудить какими-либо угрозами. Я буду на свободе, возможно, несколько ближайших месяцев, после чего все-таки терпение наших властей лопнет, и они все-таки поместят меня под арест. Я в этом убеждена, но тем не менее я надеюсь дожить до момента освобождения Бурятии и прекращения войны и дожить до своего выхода на свободу. Ну, меня сейчас на самом деле поражает ваше мужество, насколько вы там с готовностью смотрите в будущее, там, принять это. Вдохновляющие примеры. Мне хочется, наверное, обратиться к тем, если будет волна мобилизации, помните о вашем примере, о готовности отстаивать свои убеждения, в том числе там, готовность быть под арестом, но не отказываться от убеждений. То есть те люди, которые не хотят принимать участие в этой войне, я очень надеюсь, что они тоже найдут способ не делать этого. Я тоже считаю, что те мобилизуемые мужчины, которые сейчас решают отказываться или им от участия в войне, пусть помнят о том, что мы, женщины, тоже отказываемся от своей свободы и тоже заявляем свой отказ и подвергаем себя тем же самым преследованиям, хоть нас и не мобилизуют. Есть ли что-то такое, о чем вы хотели бы сказать, но я вас не спросила? Я думаю, что война рано или поздно закончится в любом случае, но если она закончится без ликвидации нынешнего политического режима, то мы так и не вернем себе утерянные сегодня свободы. То есть закончится война, но не закончится режим военной диктатуры, это надо осознавать, при котором нам не станет легче, поскольку мы по-прежнему будем находиться в условиях жесточайшей цензуры, в условиях преследования за любое инакомыслие. Поэтому будем бороться не только за то, чтобы перестали гибнуть мирные жители Украины, а будем бороться также и за то, чтобы перестали страдать наши граждане от преследований, от необоснованных помещений за решетку, от политических убийств. В этом прекращении огня в равной степени заинтересованы жители обоих государств. Поэтому, если вы до сих пор думаете, что наша борьба – это деятельность, направленная против собственного народа, что мы враги народа, то задумайтесь над тем, что мы боремся в том числе и за ваши права тоже. Мы боремся за то, чтобы на территории России в том виде, в котором она имеется сейчас, произошли коренные преобразования с освобождением ряда территорий, и чтобы это фактически было на пользу абсолютно любому гражданину нынешней России. Потому что никому из нас не хочется жить при диктатуре и при фактическом возрождении фашизма. Никому из нас не хочется продолжать жить под знаком символа буквы Z. Поэтому я считаю, сейчас, борясь, вы боретесь не только за Украину, вы боретесь также и за свою родину. Вот такой мой посыл. Боритесь ненасильственно, но максимально мужественно.